Давайте посмотрим еще раз на этот график. Смотрите, я в прошлом видео говорил, что скорее всего продолжит биткоин падение вниз или будет во флете. Сейчас он во флете, то вниз, то чуть-чуть вверх поднимается. Ну, вы видите, да? Еще он не опускался очень сильно, это до 110, до 105 или 106 тысяч долларов он еще не опускался. Есть такая вероятность, потому что тренд продолжается. Можете посмотреть обязательно прошлое видео, которое я снимал, и что я в нем говорил. Посмотрите, и тогда будет полная информация об этом видео. То есть вы поймете, что это за индикатор. Это индикатор объема, дельты объема. То есть она показывает, кто сейчас движет рынком в данный момент. Это моя реализация, более такая, можно сказать, чуть-чуть улучшенная, чтобы я лучше мог понимать, что на рынке делается, и торговать. Почему я это все делаю? Я вообще хочу потестить, поторговать для теста опционы. И я хочу заходить на Deribit бирже. Например, есть сигнал, тут высокая вероятность, что сработает сигнал по BNB, по биткоину или по эфириуму. Например, появился сигнал, я на третьей свечке вхожу, то есть вниз, put покупаю вниз, или call, если, например, на повышение. Я себе могу спокойно call купить, и там не такие риски, как на фьючерсах, там другое, полностью все по-другому. Потому вот со стопами там ничего не нужно даже думать. Там покупаешь put на 10 дней или на 7 дней вперед, и можно выйти или из кола, или из пута, выйти с прибылью между этими днями, до дня экспирации, например, если это 10 дней вперед. Потому вот такое дело. И смотрите, давайте посмотрим еще эфириум, что было. Так как у нас биткоин во флете, эфириум пытается у нас выскочить. Вот видите, тут одна свечка. Так как у меня правило входить на второй и третьей свечке, я бы не вошел тут. Тут, скорее всего, вошел бы и вышел. И вошел бы вниз. Потому вот такое. Ну, тут не очень большие риски с этим индикатором. В принципе, можно торговать, если заходить и выходить по сигналам. То есть появился сигнал, и ты входишь на третий, четвертый, на второй, третий и можно четвертый входить в свечки после сигнала. Это для того, чтобы фильтровать вот такое, когда вот тут получалось. Вот такое нужно фильтровать таким способом. Потому, в общем, у нас продолжается, можно сказать, такой негатив еще на рынке после вот этого большого падения. Потому давайте посмотрим. Вообще этот крах, то, что был крах серьезный на рынке, он сфокусировался сейчас довольно сильно, и люди, можно сказать, в страхе. Много продают. Индикатор страха там 38 или сколько, или 36. Так что, в принципе, довольно все плохо на рынке. И давайте посмотрим BNB монетку. Так, интернет прогружай. Смотрите. По BNB я прошлый сигнал, то, что показывал, он отработал в плюс. Смотрите. Вот тут бы зашел сигнал, и тут бы вышел. Посмотрите обязательно прошлое видео. Я показывал тогда, когда был вот сигнал вот тут, когда он начался. Потому вот давайте посмотрите. Я сейчас вам покажу, сколько он процентов дал сейчас. Давайте смотрим. На данный момент плюс 4, плюс 5% можно было закрыть спокойно. Потому вот я, что могу сказать, в принципе, мне нравится этот индикатор, даже учитывая его минусы, то, что он не та дельта объема, которая тиковая, а именно тут по такому алгоритму интересному. Ну, тут по-другому не можно. Тут нужно делать так, чтобы выгружать именно с биржи биты и аски. Но вы, если не знаете, что это такое, чтобы была оригинальная дельта объема. Потому вот приходим к таким способам. И смотрите, BNB на данный момент у нас дальше понижается. Я думаю, что он еще будет немного понижаться. Все будем смотреть от биткоина. На данный момент у нас минус 7,52%. Максимум было
10% опускалась. Потому давайте посмотрим, что будет дальше. Подписывайтесь на канал обязательно, ставьте лайки, комментируйте. Кому действительно интересно, что я снимаю. Я также думаю написать такую мини-книгу, мини-руководство по этому индикатору, мое видение и так далее. И, скорее всего, где-то на маркетплейсах буду, можно сказать, выставлю эту книгу. Мне очень интересно, какой будет отклик. И есть ли спрос на такие, можно сказать, стратегии и индикаторы. Ну, эти индикаторы, они большим спросом, нету большого спроса. Это из-за того, что люди в большинстве случаев не понимают, как они работают. Этот индикатор в 100 раз лучше работает, чем индикатор MACD или RCI индикатор. То есть, в принципе, я на своем опыте, раньше я пользовался разными кучей индикаторов, 1000 индикаторов проверил, потому вот остановился на таких, которые работают самые лучшие. И модифицировать чуть-чуть научился, с кодом играться. Потому вот давайте подписывайтесь на канал. Вот еще биткоин покажу вам. Вот 3 монеты главные такие, выше $1000 показываю вам. Самое главное для этого индикатора это очень хороший объем на этих монетах. То есть BNB, биткоин, эфириум, там еще из топ-10 монет. Вот это очень важно. То есть хороший объем, высокий шанс, что сигнал сработает. Вот. А если слабый объем, может и не сработать. То есть ниже вероятность. Нужно смотреть всегда на главный двигатель, это на биткоин. Если на понижение биткоин идет, можно брать и другие монеты на понижение, если там такой же самый сигнал. Потому вот я делаю вывод такой. В принципе, я уже торговал по этим сигналам, мне понравилось, и я буду дальше продвигать. Я хочу еще по опционам пройтись, потому что я посмотрел, там прибыль хорошая, я сейчас тестирую на демо, а потом буду тестировать с реальными деньгами. У меня уже получалось даже с реальными деньгами, я там закидывал $4, у меня 8 вышло, потому что я на 4-5 дней вперед поставил. Ну, дальше посмотрим, что будет. Я никого не призываю ничего делать, это просто в ознакомительном формате. Слушайте и принимайте решения сами. А я говорю вам то, что есть. Если хотите такой же самый индикатор, но базовый, с другими, можно сказать, скользящими средними, тут стоит, сейчас я вам покажу, смотрите, тут у нас стоит CVD, снизу она зеленая, и сигнал Line, видите, да, это сигнал Line, она сверху, это атом, это SMA, то есть MA, смотрите внимательно, у нас стоит вот такая RMA, стоит по нижней, и по верхней, давайте посмотрим, это 250. И тут сверху это простая SMA стоит. Потому вот, что я хочу сказать, тут разные, тут могу ставить еще вот другую WMA или RMA ставить. Ну, то есть это хорошие такие, можно сказать, скользящие средние для этого индикатора. Это очень важно. Снизу это для теста, сверху SMI или EMA. Это в принципе тоже хорошие варианты, но они хуже, чем вот эти две нижние. Это я тестирую. В базовом индикаторе стоит простая скользящая средняя. Потому вот переходите в описание канала, там есть ссылка на этот индикатор CVD Trend. Именно заходите туда, и там будет простая скользящая средняя MA, там SMI. Потому подписывайтесь на канал, смотрите, тестируйте, ставьте обязательно длина линии сигнала 250. Там будет 100 стоять, ставьте 250, таймфрейм 15 минут, 30 минут и час. Минимум это 15 минут. Монеты топ-10 или биткоин, эфириум и BNB.
это самые, можно сказать, четкие монеты. Потому вот подписывайтесь на канал, смотрите все следующие видео, которые я буду снимать. Обязательно комментируйте, что вам понравилось, что вы хотите спросить, или о чем еще снять видео, если вам очень интересно, индикаторы какие-то интересные. Если у вас действительно есть что-то интересное, напишите в комментариях, и я посмотрю, насколько это хороший индикатор или концепция, и я, возможно, сниму и скажу свое мнение, свою точку зрения по этому поводу и сравню с моей обязательно. Так что давайте подписывайтесь, ставьте лайки. До следующего видео. Пока.